Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры, и сегодня я расскажу вам о смартфоне под неймингом Realme C67. Не забудьте подписаться, ну и начнем. Первое, наверное, почему вы кликнули на этот обзор, потому что это бюджетник, и выглядит по мне он довольно классно. У него прямые грани, за что отдельный плюс, мини-джек, Type-C-шник, помимо этого у него никаких каплей нет, у него просто дырочка в районе фронталки, притом не самая огромная из тех, что я видел, и даже в среднем бюджете встречаются дырочки побольше. Если говорить про экран, разумеется, здесь нулевой шим и довольно космическая яркость для этой ценовой категории. Для этого типа экрана он в максимальной яркости может выбивать на пике 800 люксов, при том, что просто в увеличенной яркости в режиме использования он спокойно выдает 660. Много ли это? Для AMOLED это нормально, для IPS это просто вау. Да, здесь есть подбородок с одной стороны, с другой стороны вы сюда можете запихать две симки, здесь сразу русский язык, Google сервисы, карту памяти тоже можете запихать, и в целом плотность пикселей здесь средненькая, ее хватит. Комплект стандартный, плюс есть еще и довольно неплохой зарядник на 33 ватта, который сможете где-то использовать. Но для чего вы смотрите этот ролик? Разумеется, для того, чтобы понять, есть ли магия в этих 108 мегапикселях на основном модуле, насколько хороши фото и видео. Кстати, исходники сможете у меня скачать в моей личной телеге. И есть ли альтернативы? Как вы поняли из названия, спойлер есть. Смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в желтой коробке из плотного картона, что стандартно для Realme в данной ценовой категории. Пришла коробка целая, как и сам смартфон. Упаковка стандартная. В комплекте мы имеем силиконовый чехол, смартфон, наклеенную защитную пленку, краткое руководство, ключ для извлечения прорезиненного слота под 2 нано-сим-карты и одну microSD до 2 терабайт, блок питания на 33 ватта и кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Вес смартфона и габариты вы видите на экране, но в целом все в пределах нормы. Он и не лопата, и не тяжелый. Хотя подбородок довольно приличный, я бы не сказал, что вырез под фронталку особо громадный. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 8 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок. Подписывайтесь с колоколом. Перейдем же к смартфону. Полетели. Приобрести данный девайс можно в двух вариантах расцветки. Это зеленая и черная. Дизайн устройства очень схожий с дизайном смартфонов от Huawei из-за блока камер. Выглядит он неплохо, но мне лично такой дизайн не особо нравится, хотя я считаю, что выглядит он дорого. С другой стороны, сам блок камер почти всем кажется, что выглядит стильно. Также плюс, что у данной бюджетной модели с фронтальной части нет черной пластиковой вставки по периметру экрана. Тыльная часть матовая, а рядом с блоком камер есть глянцевая вставка. Рамка и крышка выполнены из пластика. Собран смартфон хорошо, ко всему смартфон имеет стандарт защиты от влаги и пыли IP54. Топить его, разумеется, не стоит, но влаги и дождика он не должен бояться. Грани прямые, в руке лежит смартфон комфортно, использовать одной рукой его можно, притом можно и без чехла, он не заляпывается. Далее, на корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны и динамики. MSL подключение смартфон не поддерживает, звучание здесь стерео, что уже хорошо. Качество звучания очень хорошее, учитывая стоимость. Я бы не сказал, что здесь большой перекос, кстати. То есть реально стерео нормальное. На борту есть технология с 4 предустановками. Bluetooth кодеков достаточно, на экране вы видите все поддерживаемые кодеки. Вибромотор тактильно приятный. В этой ценовой категории один из лучших точно. Мини-джек в наличии, за что отдельное спасибо. АЭК-порта нет. И для кого-то это будет решающим фактором, к слову. Смартфон оснащен IPS-дисплеем на 6,72 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей Full HD+. Экран плоский, но у него слегка закругленные края. Рамки не громадные, что можно сказать и про подбородок. Фронтальная камера находится в небольшом круглом вырезе, а также уже привычно в системе есть функция мини-капсула версии 2.0, благодаря которой в области, где находится фронтальная камера, можно разместить различные анимации, к примеру, прогноз погоды, будильник и не только. Все можно настроить в настройках. Далее, плотность пикселей 392 ppi, но в программе указана плотность 319 почему-то ppi. Яркость 800 нит, а пиковая яркость 950 нит. По моим тестам, на 100% яркости экран выдает иногда 666 люксов, а в пиковой яркости 800. И это очень круто. Автояркость работает
корректно, частота обновления экрана максимум 90 Гц и автоматический режим, а также на выбор есть стандартный 60 Гц. Результаты теста на частоту дискретизации касания вы можете наблюдать на экране. Результат плохой, скажем так, средний для этого ценового сегмента, но в играх сенсорный отклик в целом хороший. Мультитач на борту, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает быстро, зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца несколько раз нельзя, но можно завести 5 других отпечатков. Распознавание лица срабатывает шустро даже под небольшим углом, и внести биометрические данные можно только одного лица. Процессор же установлен здесь Qualcomm Snapdragon 685 с техпроцессором 6 нанометров, 8 ядрами и максимальной частотой 2,8 ГГц. Графический процессор Adreno 610, интерфейс Realme UI на базе Android 14 версии. Интерфейс работает хорошо, но микрофризы, разумеется, встречаются. С другой стороны, редко. И за время моего использования сильных подвисаний я не наблюдал. Только когда смарт разряжается, либо когда ты его только включил, надо ему дать прогрузиться. Но, разумеется, это бюджетный смартфон, и это заметно. Оперативная память LPDDR4X на выбор 6 или 8 ГБ. Визуально расширить ОЗУ можно, но улучшения за счет такого расширения ОЗУ я не заметил. Так, к слову, обстоят дела не только с этим смартфоном. Внутренняя память на выбор 128 или 256 ГБ, имеется поддержка Wi-Fi 5 версии, поддержка 4G сетей, 7 и 20 бендом, 3G и 2G сетей. Отмечу, что 7 и 20 бенды есть не во всех версиях данной модели, а что касается поддержки 5G сетей, то тут все просто. Realme выпустила еще один смартфон с таким же названием, но с приставкой 5G. Она отличается не только наличием 5G, а также внешне смартфоны очень сильно разные. C67 4G связь ловит хорошо, датчик приближения работает без нареканий. Bluetooth на официальном сайте на Али указан почему-то 5.0, за что минус, так как могли бы установить версию чипа 5.2, но по моему мнению в нем стоит как раз версия чипа 5.2 и по информации программ. NFC-модуль на 360 градусов, наличие MirPay встает без проблем. Напоминаю, что смартфоны на Qualcomm лучше справляются с навигацией, чем смартфоны на процессорах MediaTek. И здесь почему-то GPS-тест у меня точность показал максимум 8 метров. Я, конечно, его еще погоняю, возможно, в подсъеме вы увидите 3 метра, но это очень странно. Емкость аккумулятора 5000 мАч, в программах 3300 мАч, по всей видимости, как и с плотностью пикселей, это всего лишь недочет самой программы. И здесь начинается рандом, это касается автономности. Почему? Потому что, с одной стороны, в PC-марке на увеличенной яркости на 90 Гц смартфон показал 8 часов 39 минут автономности. Это прям очень круто, учитывая, что для IPS 666 люксов, а он яркость не сбрасывал, сколько я не проверял. С другой стороны, он очень много поедает. В YouTube 8% в час. Это космос, прямо скажем. С третьей стороны, он всего съел 18% заряда в PUBG за час игры при онлайн-стриминге на Твиче. Так что, может быть, здесь и рандом по автономности, но в целом смартфон очень крут по этому показателю, опять же, для IPS с такой яркостью. Он поддерживает зарядку быструю на 33 Вт, заряжается у меня в среднем от 0 до сотки не за 1 час 10 минут, а за 2 часа. Беспроводной зарядки нет, что неудивительно, и переходим к тестам. Результаты прогонки смартфона в таких тестах, как Geekbench 3D Mark и CPU Throttling тест вы видите на экране. Смарт показал себя не с лучшей стороны, так как, к примеру, Throttling тест при 100 потоках на 60 минутах он выдал максимально 236 гипсов, в среднем 175 гипсов и минимально 151 гипс. В Antutu устройство выдало крайне скромные 311 тысяч попугаев, и они некомфортные. Комфортные для использования смартфона от 400 тысяч попугаев. Storage тест показал плохие, ультра плохие 12 тысяч. Стресс-тест он прошел плохо. Перейдем к камерам. Основной блок камер в тыльной части состоит из двух сенсоров и LED-вспышки. Основной сенсор на 108 мегапикселей с апертурой 1.75, углом обзора 84 градуса, трехкратным зумом и максимальным разрешением 1080p 30 fps. Плюс есть дополнительный сенсор затычка на 2 мегапикселя, фронтальный сенсор на 8 мегапикселей с углом обзора 80 градусов и максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 fps. Имеется цифровая стабилизация, цифровой зум, достаточное количество различных режимов и всевозможных вспомогательных функций. Фото получаются в принципе неплохими, но вот насыщенность перекручена. В плане видеосъемки все в пределах нормы, учитывая, что это бюджетник. Короткие примеры видео и фото вы сейчас увидите. Исходники фото и видео можете скачать в моей личной телеге по ссылке в описании. 1080p 30 fps, максимальное разрешение, основной модуль, ночь, суббота, представители Индии вдалеке. И вот так фронталка будет снимать в 1080p 30 fps. О, подсветка включилась. Соврал вам, до этого было 720p, вот теперь 1080p. Тоже неплохо.
Такие короткие примеры, кстати, по-моему, максимально репрезентативны, да? Они по 1,5 минуты. Ну что, 1080p 30 fps, фронталка в максимально неромантичном помещении. Ощущение, как будто у меня не 30 fps кадров, а кадров так 12-15 в лучшем случае. Но, как говорится, что есть, плюс вообще, как камера реагирует. Надеюсь, вообще микрофон хотя бы работает. Как камера реагирует на выход из дома. Вполне возможно, причина в том, что у меня 15% заряда осталось. Но что-то мне подсказывает, что не только в этом причина, но и в том, что этот великий и ужасный смартфон на не очень хорошем процессоре, хотя все, как говорится, относительно. Включилась подсветка, плюс карму за это Realme. Вот так. Ну и чтобы вы понимали, особо много примеров я вставлять не буду, хотя их вставляю много, и это в каком-то смысле убивает каналы. Поэтому блогеры чаще вставляют примеры фото, разбирая что-то. Но здесь с фото вообще нечего разбирать. Повторяюсь, что исходники будут у меня в телеге. И делаю я их отдельно, но в тех же локациях, что и видео. Пример съемки на фронталку 1080p 30 fps. И это помещение, да, где я снимаю вход на ролик. Поэтому можете оценить, насколько может снимать этот смартфон, хорошо или плохо. Но уже заряжен он на 80%, поэтому фронталка не тормозит. Ну и основной модуль, там же максимальное разрешение 1080p 30 fps. Такой же, вполне возможно, он снимает меня хуже, чем фронталка. Бывает такое у бюджетных смартфонов. Ну и ночь, фронталка, автоматически подключается автоподсветка. Ее, в принципе, хватает, даже если в полной темноте будете снимать, у меня никакие лампы не включены. Но, с другой стороны, в лицо мне бьет свет. Вот так мне в лицо свет не бьет. И вот так вы сможете себя снимать. Основной модуль, фронталка, теперь вы понимаете, основной модуль 1080p 30 fps. И сейчас вы понимаете, почему примеров видео по минимуму. Ну, технически вы прекрасно представляете, что в долларовом эквиваленте это примерно за сколько я брал? $130. То есть это смартфон когда-то стоил 10 тысяч рублей, который выглядит довольно неплохо, что-то там даже снимает, и я этому несказанно рад, что он мог, конечно, снимать хуже. По большому счету, вот минимальное освещение, позади полная темнота, и я скажу, что, ну да, видите, даже какой-то... Если сравнивать даже, кстати, съемку с Infinix, который вчера тестировал, обязательно посмотрите, точнее вчера я его обозревал, Infinix GT10 Pro. Так там и с автофокусом, и со стабом была большая беда, хотя там было это бесполезное 4К 30 FPS, здесь 1080p лучше, чем там 4К. Опять же, это мое субъективное мнение. Ну и вот в помещении при дополнительном освещении, небольшом, к слову. Так сможете снимать различные объекты. Не камерафон совсем, но что-то подснять можно. 1080p 30 fps, и если телефон разряжен больше, чем до 40%, то есть 30 примерно, камера тормозит прям лютейшим образом. Но потом, через какое-то время использования, то есть, проще говоря, сначала он всегда тупит. Очень странно, что он так много поедает при просмотре роликов. То есть это какой-то космос, 8% заряда. Ну вот так, это плата за яркость, потому что для IPS это просто нереальная яркость у экрана. И разумеется, это 1080p 30 fps, и напоминаю, бюджетного IPS, а не просто IPS. Неплохо он снимает, неплохо. Хотя потом на компьютере я скажу по-другому. В этом и особенность съемки на подобные девайсы, это когда на них снимаешь на телефон, тебе кажется, что все отлично, а потом, когда скидываешь на компьютер, понимаешь, что это на экране монитора при таком размере все отлично у телефона, а если на экране монитора у ноутбука или компьютера или планшета, ты уже видишь, что это какое-то лютейшее мракобесие. То есть сейчас я вижу довольно такую смотрибельную картинку, могу рассказывать вам, что вы можете ее где-то использовать, но по факту в гифках сможете использовать, наверное, либо, опять же, посылать кому-то, чтобы кто-то смотрел на телефоне, примерно такого же качества экрана. И да, наверное, можно было бы рассуждать про этот смарт чуть-чуть более активно с точки зрения стоимости и всего остального, когда он стоил 13, я его брал, и, повторяюсь, телеги скидок это все было.
Но когда он стоит уже за 15, и примерно в этот ценник, точнее сейчас вот сегодня дешевле Poco M6 Pro на сейле. Понятно, Helio от G99, но все остальное там прям на голову выше. Я не думаю, что... Я уверен даже, что он тормозить будет меньше. Минусы. Мало яркости экрана, с одной стороны. С другой стороны, это максималка для IPS из тех, что я вообще тестировал когда-то. Внутренняя память медленная, нет ИК-порта, это минус. И очень-очень слабая мощность. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Что я рекомендую вместо этого смарта на данный момент, на момент издания обзора, тоже будет в описании. И это однозначно прям лучший выбор. Сейчас я вам резюмирую все и расскажу. Не забудьте подписаться на этот канал и напишите, делать ли обзоры на бюджетники. Я понимаю, что, возможно, вам не очень интересно. Вот мне интересно, моей аудитории полезно ли это или пропускать и рассказывать только про средники и флагманы. На момент издания обзора, на момент того, как вы смотрите этот ролик, Poco M6 Pro, да, не Realme C67, а Poco M6 Pro является более грамотным решением для покупки. И почему? Потому что сейчас вот это вот дело не на старте продаж, оно стоит дорого по мне. Я могу долго рассказывать, что никаких фейлов эпичных у него не было, что на Твиче он у меня выжил, что у него довольно классные экраны. Там не важно, чем он отливается, серым или розовым во время того, как вы его используете, потому что это бюджетник. И классно, что здесь есть защитная пленка сразу в комплекте, и сразу они зарядник кидают на 33 ватта. И, в принципе, смартфон работает адекватно. И если брать цену, за которую я его приобретал, она вау, цвет, блеск, красота. Но если брать ценник, который они выставили в Европе, допустим, или ценник, который я видел у нас в ритейле, ну... это что-то ненормальное. Напоминаю, что все бюджетники и среднебюджеты стоит приобретать исключительно во время старта продаж. После этого очень часто они улетают в какой-то космос у эшелонов. И даже когда они делают какие-то локальные сейлы, должно произойти что-то совсем плохое с брендом, чтобы они продавали это дело дешевле. Поэтому, если вы приобрели C67, то вы молодец. Все правильно. Если вы планируете себе приобретать смартфон не из C60 или Helio 99, который у Poco M6 Pro, я это тоже дело советую, скрипя зубами, то смотрите на баллы Antutu в первую очередь, там должно быть хотя бы 400 тысяч. Смотрите на то, чтобы плотность пикселей у экрана была 400 ppi, и смотрите на то, чтобы яркость экрана была хотя бы 600 нит. Если все эти условия суммарно вас будут удовлетворять, и желательно это будет не бренд третьего эшелона, допустим, как вчера я делал обзор на GT10 Pro, и люди не поняли вообще, что там был все сарказм, потому что это смартфон, который на Android 13 не получает даже обновления, не этот, а Infinix. В течение почти 4 месяцев. С октября там обновлений не было. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Но это сюр. То есть смарт за $300, вот он третий эшелон. Это все-таки первый эшелон, но повторяюсь, что в те деньги, за которые их сейчас продают, можно купить много всего более интересного. Почему я сравниваю с Poco? Потому что вы же ищете бюджетник в районе 14 тысяч рублей. Вот сейчас это дело, к сожалению, как когда-то 13 не стоит. Стоит ли за него выкладывать больше, чем 13 тысяч рублей? Мое мнение нет. Если говорить про вообще покупки, в принципе, средний бюджет нужно ловить на старте продаж. Не обязательно Poco, не обязательно Realme. Их бывает очень много, но всегда отделяйте для себя средний бюджет и что-то другое. Первое и второе, первый и третий эшелон. Потому что вот это дело вы потом сможете продать. За какие-то деньги сможете. Третий эшелон не сможете. Poco тоже сможете. Это тоже первый эшелон, тоже Xiaomi. Надеюсь, что в комментах вы напишите, продолжать ли мне делать обзоры на бюджетники, потому что понятно, что здесь особо не о чем рассказывать. Работает и хорошо, звонит хорошо, датчик приближения не бесит. Вау, круто. Зарядка есть на 33 ватта. Штука эта имеет неплохой вибро за свои деньги. Хороший вибро, хороший звук. Хороший комплект, хороший внешний вид, неплохие фотовозможности, но плохой процессор однозначно для игр, довольно в каких-то моментах тормознутая система. Опять же, после того, как я тестировал просто тучу флагманов. Если брать бюджетники, то смарт классный. Девайсу от меня однозначное да, но точно не за $200. На старте, когда я покупал, 130 баксов.
13 тысяч это 130 долларов было. Если вы пересчитаете по 76 курсу, вы поймете, что вот этот вот смартфон, который я могу чехвостить, он позавчера бы стоил 9600 где-то на старте, 9800. Вот и спрашивайте с него за 9800, а не за 13. Потому что напоминаю, что вся электроника производится где-то там. И вся она продается в долларах. Очень надеюсь, что вы будете всегда пересчитывать на курсы, вспоминать, что вы когда-то за те же 100 долларов, там, не знаю, за 120 долларов покупали и сравнивать уже с этим. Внешне они молодцы, по мне постарались. Постарались. Добра и удачи вам, дорогие друзья.